Всем привет, с вами Дэн. Швейцарский часовой бренд Давоса специализируется в основном на часах в дайверском и пилотском стилях. И сегодня на обзоре у нас весьма интересный классический пилот. Давайте коробочку открывать. Вот он, какой! Интересный пилот. Смотрите, сейчас более детально вам его покажу, потому что здесь есть интересная и, я бы сказал, нехарактерная особенность для пилотов, а именно дата и день недели, да еще и полностью. Какая няшечка-то. Эта модель называется Davosa Newton Pilot Day Date. Здесь стальной корпус, сталь 316L. Механизм бывает ETA 2834, бывает Sellita SW240. В версии на обзоре как раз у нас Sellita стоит. Механика с автоподзаводом. Суперлюминова на метках и стрелках. Водозащита 50 метров, сапфировое стекло, кожаный ремешок и российский ритейл 110 тысяч примерно. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо, потому что пилот прямо редкий и очень-очень для меня интересный. И давайте, конечно же, по размерам пройдемся. 44 миллиметра, ну классика, высота 12,2 здесь, но с учетом того, что стекло чуть-чуть такое выпуклое, то есть без стекла будет где-нибудь миллиметров 11. Значит, по ремешочку, что у нас тут получается? Так, давайте ремешочек. 21 по ремешку. И от ушка до ушка 52. Ну, для пилотов это, в принципе, стандартный размер. 44, 47. Понятно, что исторически есть два варианта. Либо большущие пилоты, да, там и 47, и 50, и 55, сами понимаете. Есть и пилоты маленькие. Единственное, чего обычно нет, все-таки пилотов средних. И, хотя сейчас, конечно, все можно найти. Но вот если мы говорим исторически, то либо маленький, либо оверсайз. Вот в данном случае я бы даже не сказал, что это прям оверсайз. Это просто крупный такой хороший добротный пилот. И на моем запястье 18,5. Да, в принципе, он вполне себе хорошо ложится на запястье. Потому что ушки здесь, смотрите, как облегают. Он невысокий. Заводная головка, кстати, не мешается. И прям хорошо. Ну, пилоты отлично. Понятно, может быть такая не летняя модель, скорее уже осенняя, да, что-нибудь такое, кожаную куртку надеть. Но как раз, почему нет? Наше лето, по крайней мере, когда видосы записываю, холодновато. Так что пилоты даже и в июль можно носить. На первый взгляд, да, эти пилоты выполнены по всем канонам классических пилотских часов. Крупный корпус, приплюснутая луковичная заводная головка, треугольник здесь классический, да, у отметки 12 часов, но, правда, двух точек здесь не хватает, они их убрали. Крупные арабские цифры, шикарная, посмотрите, какая шикарная просто читаемость. И ремешок с такой матовой, кожаной, с характерной прострочкой. Однако стоит присмотреться. На первый взгляд, кстати, не бросаются в глаза эти два момента. Да? Что видишь, что здесь есть и дата у отметки 6 часов. Черный цвет, кстати, и чуть менее такая насыщенный шрифт, чуть менее яркий, в отличие от накладных объемных меток, да, здесь основных часовых. И поэтому дата, она есть, она читается неплохо, но в глаза сразу не бросается. И как раз таки есть еще и день недели у отметки 12 часов, полноценный, то есть полностью написан день недели. И при этом он тоже на себя не вызывает огромного внимания. И это здорово, потому что читаемость не нарушается. Читаемость здесь прекрасная, но при этом есть day-date усложнение. Я знаю, что многие любят именно вот в таком виде, в такой реализации, потому что красиво выглядит. А здесь еще и гармонично, да, 6-12. И больше ничего не нарушает гармонию циферблата. Удобно, да, и считывание удобное, и не мешает ничего. Мне нравится, конечно, здесь циферблат, сделан прям шикарно. То есть, во-первых, у нас небольшой гильюше даже есть по центру, потом такой чуть-чуть ступенечка вверх основная часть циферблата, где накладные крупные метки, без обрамления, без всего, да, то есть полностью просто покрытие с суперлюминовой. И минутная разметка, она вынесена на боковую часть ранта, что, кстати, еще и объемчика добавляет. Тут эти цифры объемные дают объем, да, воздух циферблату, а еще и боковая вот эта часть. И она плюс вынесена, поэтому, опять же, она читаемость не ухудшает. Круто, мне прям нравится. Стрелки большие, прям мечи такие, яркие, хорошо покрытые люминофором, и поэтому вот смотришь, видишь
Вот время, то, что как раз нужно для пилотских часов. И корпус такой достаточно крупный, да, маскулинный, но при этом ушки здесь не немецкие, они все-таки не настолько длинные, как обычно классические у немецких часов, а такой средней длины. Плюс ремешок, как видите, да, размещен вплотную к корпусу, поэтому промежутка нет, и как бы дополнительно это сокращает немножко визуально длину ушек. Поэтому они и на среднем запястье приятно смотрятся, да, вот как на моем, и вполне годятся для повседневных часов, потому что универсальные, не высокие часы. И исполнение здесь на высоте, потому что, ну вот смотрите, да, боковая часть транта, зеркальная полировка, верхняя часть сатинирование, есть такой скос на ушках небольшой зеркальный, сатинирование по боковой части, очень классно исполнено, такое прям достаточно мелкое, шикарно, молодцы. Сделано классно. И задняя крышка, здесь кастомный ротор, здесь основные характеристики на винтах, и можно рассмотреть селиту. И ремешок мне нравится. Отличный такой ремешок прям в базе. Матовый, достаточно пухленький, но при этом мягкий. И с хорошей качественной прострочкой. Такой классика. В общем, здесь по всем параметрам именно хорошую, добротную сделали классику. Вес вполне универсальный, 92 грамма здесь. Здесь стекло, как видите, не плоское, поэтому такой небольшой отход от канонов и чуть больше бликов поэтому на стекле появляется. Но вот посмотрите, по отделке все шикарно. Накладные объемные цифры нравятся очень. Здесь круто. Ну и в обычной жизни таких бликов, конечно, нет на этой модели. Ну и по отделочке все очень приятно. Пожалуй, единственное, к чему здесь можно придраться, все-таки, наверное, водозащита 50 метров, хотелось бы 100 метров. Но опять же, как для пилотских часов, достаточно таких универсальных, 50 в принципе годится. Что по итогам? Отличный, достаточно крупный пилот с полезными усложнениями, классическим дизайном и отличным качеством отделки. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.